Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить вот такой интересный, стильный топ ажурными ромбами. Элегантный, неброский, в чем-то даже по-деловому строгий. Я бы его так охарактеризовала. Посмотрите, узор такой интересный. В общем, мне приглянулась эта модель. И я решила сделать по нему мастер-класс. В сегодняшнем мастер-классе мы с вами будем рассматривать описание для с 44 по 52 размер. Охватим такие мерочки. Вот. Ну, поскольку у него выкройка наипростейшая, по прямой вяжется, да, видите, спущенный рукавчик и вырез лодочкой. Вот и, собственно, самое сложное в нашей сегодняшней модели – сформировать скос рукавчика. Но я вам подробнейшим образом сегодня расскажу, как это сделать. Описание у нас будет под видео выложено. Вот. И узорчик мы свяжем, определим плотность. У нас, как всегда, конкретный выбор пряжи, девочки. То есть мы не просто там что-то теоретическое будем сегодня рассказывать, а у нас сегодня практическое занятие. То есть мы конкретной пряжи, конкретный размер спиц, определяем плотность, по плотности делаем расчеты и составляем описание. Инструкция выложена под видео. Итак, не будем голословны, начинаем с выбора пряжи. Итак, какую пряжу я предлагаю, смотрим. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого топа я выбрала пряжу Alize Cotton Gold, турецкая пряжа, в 100 грамм 330 метров, цвет 21 и состав 55% хлопок, 45% акрил. Хорошего качества, очень хорошего качества пряжа, средней толщины, отличной скрутки. Вязать очень удобно. Спицы будем использовать 3,5. И вот так выглядит связанный образец. У меня 2 раппорта в высоту и 2 раппорта в ширину в этом образце. Довольно интересные ромбики, такие ажурные, красивые. Я бы сказала, даже рельефные, да? Вот, в общем-то, узор 24 ряда в высоту. Средней сложности, я бы так сказала. Но опыт, конечно, мастерство, думаю, должно присутствовать. То есть начинающим, в принципе, пока еще рановато браться за такой узор, потому что он довольно, скажем так, требует внимания, усидчивости и не самый простой. Но вяжется легко, потому что там все логично, девочки. В принципе, вы увидите схему и поймете. Там все очень логично. Итак, мои хорошие, давайте с вами посмотрим эту схему. Приближаю вам узорчик, оцените его. Очень эффектный топ, очень эффектный, такой стильный, такой, знаете, прям бросается в глаза, да, породистый. Узор породистый, если можно так его характеризовать. Итак, давайте схему смотреть. Схема узора у нас выглядит, девочки, вот таким образом. Раппорт я выделил зеленым цветом для удобства, потому что красным здесь что-то такое наворочено. В общем, это не нужно на это внимание обращать. У нас обычный раппорт 14 петель и высоту 24 ряда. И я все это выделила зеленым цветом. Делайте скрин, кому нужно, пожалуйста. Схемочка в вашем распоряжении. Условные обозначения, как обычно, сейчас я вам прокомментирую. Смотрите, пустая клеточка – это лицевая петля. Вот такая черточка с наклонная – это 2 вместе лицевой с наклоном влево, и зеркальная – это 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот такой бантик – это скрещенная лицевая в лицевом ряду и скрещенная изнаночная в изнаночном ряду.
точечка черная в квадратике, изнаночная петля. И кружочек – это накид, вы знаете. Вот и все. Ничего сложного, да? Давайте посмотрим на выкройку. Выкройка у нас с вами вот такая выкройка. Очень простейшая выкройка. Спущенный рукав, топик. И самое сложное, что здесь есть, это скос рукава. Скос плеча сформировать, да? Вырез горловины у нас лодочка, видите, да, по прямой закрывается. И все. Как определить свой размер? Ну, дело в том, что у нас раппорты, узоры обычно сковывают наши вот эти вот расчеты. Да, надо, чтобы красиво раппорты располагались. Поэтому, девочки, раппорты позволили мне сделать сегодня описание. Значит, формируем описание для 44-46 размера. И затем идет описание для 48 по 52. Вот такой охват наших, скажем так, петелек, чтобы красиво и симметрично смотрелись раппорты. Вот. Если вам затруднение с размерами, то я вам сейчас представлю таблицу размеров, и вы сможете для себя определить свой размер. Вот, пожалуйста, это российские размеры слева, это европейские размеры, и здесь вот обхват груди, талии, бедер и так далее. Вот, пожалуйста, смотрите по российским размерам, да. Смотрите, я буду сегодня составлять описание для, значит, 44-46 размеров. У меня будет 50 сантиметров. Вот видите, 46 ограничивается обхват бедер 100, да, то есть пополам. Полуобхват у нас с вами будет 100 сантиметров. Идти, значит, 50 сантиметров ширина спинки и переда, они одинаковые, да. И затем у нас будет 57 сантиметров, поэтому, смотрите, 112 делим на 2, это 56, да, получается, и на свободное облегание, то есть с 48 по 52 у нас получается второй размер, для которого я буду сегодня тоже рассказывать и делать описание. И, как всегда, сейчас мы открываем наше составленное описание. Вот оно так выглядит. Вот все размеры. И я выложу его под видео для вашего удобства. Вот. Набираем такое количество петель. Все более подробно, как расположить узоры, я показываю в конце видео. Я так поняла, что люди не смотрят, похоже, мои объяснения. Вам проще по написанному, по тексту, да, вести как бы свою работу, вязать, да, девочки. Но иногда бывает так, что, в принципе, такие простые модели составлять письменное описание нет смысла. Я вам просто рассказываю, сколько петель набрать на каждый размер, да, по выкройке. Обычно это все делается. И схематично рисую, как расположить узоры. И все. И этого достаточно для того, чтобы связать. Письменные вот такие вот моменты я на простые модели больше делать, в принципе, не буду, потому что это, во-первых, очень много времени отнимает, да. Ну и, в общем-то, вы и сами, в принципе, можете законспектировать по моим словам, да, для себя сделать такие наброски в тетрадочку по своему размеру. Ничего там нет, в принципе, сложно, все разжевано. Так, и давайте теперь приступим к вязанию образца. Так, девочки, у нас с вами сейчас будет для образца набираться 31 петля. Вот я уже связала один раппорт в высоту узорчика и покажу вам, как его вязать. У меня здесь 2 раппорта в ширину и 1 раппорт в высоту. 24 ряда занимает раппорт в высоту. А в ширину 14 петель. И вот у меня 2 раппорта. И выделено красным, девочки, выделено красным. Вот это вот смещение пусть вас не смущает, из этого раппорта, да, мы будем вязать по прямой, как привыкли, да, в общем, таким вот образом. Что тут показано вот это вот смещение,
как-то это крайне неудобно при вязании. Набираем и вяжем. Я буду показывать один раппорт, потому что второй раппорт вы будете самостоятельно вязать. Поэтому, если у вас желание связать только потренироваться, то вам достаточно будет набрать 14 петель плюс 1 петля для симметрии плюс 2 кромочные, да, то есть получается 17 петель, да, для образца. А так 31, если 2 раппорта, 31 петля. Вяжем первый ряд узора, и первая петля для симметрии я вяжу ее лицевой, и после этого я вяжу раппорт узора. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная лицевая. Скрещенная петля, эта петля вяжется наоборот. То есть, если вы привыкли вязать за переднюю стенку, то вам надо ее вязать за заднюю стенку. Если вы вяжете за заднюю стенку, то надо ее вязать за переднюю. Вот как я сейчас. Я вяжу за заднюю стенку бабушкины петельки, поэтому я связала сейчас эту скрещенную за переднюю стенку. Связали, да? Затем вяжем изнаночная. Опять скрещенная лицевая, снова изнаночная, по центру скрещенная лицевая, изнаночная, снова скрещенная лицевая, изнаночная, опять у нас так раз будет, опять скрещенная лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому вот так я их перекрещиваю. У меня получается вторая поверх первой накидывается. Вяжу 2 вместе одной лицевой, делаю накид, лицевая. У нас связался с вами первый раппорт узора. Второй раппорт я тоже вам показываю. Кто вяжет, как и я, на 31 петельке, да, повторяем раппорт. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, по центру скрещенная лицевая, изнаночная, опять скрещенная лицевая, изнаночная и скрещенная лицевая. После этого вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, лицевая. Второй раппорт связали, кромочную мы вяжем изнаночной петелькой, переворачиваем наше вязание, и второй ряд, и все четные ряды будем вязать, как смотрят петли. И вот такая вот особенность: скрещенные лицевые, где мы вязали их, надо вязать скрещенные изнаночные тут же. Если для вас это сложно, девочки, можете опустить этот момент, да, и вязать, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными. То есть, кому это сложно, особо сильно, ну, в общем-то, конечно, это будет заметно на узоре, но суть от этого не сильно поменяется, если вы упустите этот момент. Это я говорю для тех девочек, которые, ну, не хотят напряженного вязания, хотят отдыхать, вязать, да, а я вам покажу. То есть, смотрите, вяжем. Все петли у нас вяжутся изнаночные вот здесь сейчас. Вот. И там, где мы сейчас с вами будем вязать скрещенные, вот скрещенная пошла, вяжем скрещенную изнаночную, опять лицевая, опять скрещенная изнаночная, лицевая, да, скрещенная изнаночная и так далее, девочки. То есть скрещенная — это также наоборот, то есть как вы привыкли, но наоборот вяжете. Итак, продолжаем вязать второй ряд. Вяжем третий ряд. Начинаем с лицевой петли для симметрии. Вяжем раппорт узора. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Связали раппорт узора.
Второй раппорт также повторяем. Все, как я говорила, изнаночные ряды вяжем, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными. Пятый ряд у нас с вами. Первая петля лицевая для симметрии и вяжем раппорт узора. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. Итак, вяжем 7 ряд. Первый идет лицевая для симметрии. Начинаем раппорт узора. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, по центру скрещенная лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали раппорт узора. Второй раппорт такой же повторяем. 9 ряд. Первая петля лицевая для симметрии. Вяжем раппорт узора. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Раппорт связали. Повторяем такой же раппорт. 11 ряд. Вяжем. Первая петля лицевая для симметрии вяжем. Затем вяжем раппорт узора. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. 13 ряд. Первая петля лицевая вяжется для симметрии. Начинаем вязать раппорт узора. Изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, затем вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая. Связали раппорт узора. Такой же раппорт повторяем. 15 ряд вяжем раппорт узора. Первая петля лицевая для симметрии. Далее вяжем раппорт. Изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая. Раппорт связали. Повторяем точно такой же раппорт узора. 17 ряд у нас с вами.
Первая петля лицевая для симметрии, далее вяжем раппорт узора. Изнаночная, скрещенная лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная лицевая, изнаночная и скрещенная лицевая. Связали раппорт узора. Повторяем такой же раппорт. 19 ряд. Вяжем. Первая петля для симметрии лицевая, и далее вяжем раппорт узора. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, и снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, теперь 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, скрещенная лицевая. Связали раппорт узора. Повторяем такой же раппорт. 21 ряд. Вяжем. Первая петля для симметрии вяжем лицевой, вяжем раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые по центру, 1, 2, 3, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная лицевая. Раппорт связали. Такой же раппорт повторяю. Итак, у нас 23 ряд. Здесь вот такая особенность. Вот эта петля для симметрии, которую я делала лицевой, да, вязала, мы ее делали не случайно. Дело в том, что сейчас мы будем с вами провязывать по схеме. Это вот это место. Раппорт начинается вот от синей линии, да, вот здесь. Сейчас покажу. Вот. 23 ряд, синяя линия. Вы видите, здесь знак стоит 3 вместе лицевой. Мы сейчас с вами провяжем в этом месте 2 вместе лицевой с накидом. Понятно, да? А вообще по центру, если 2 раппорта совмещаются, то вяжется 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Понятно, да? Давайте, девочки, показываю вам. Это только у крайних раппортов будет вот так провязываться. Вяжем 2 вместе лицевой. Без разницы с каким наклоном, просто 2 вместе лицевой. Затем накид, лицевая. И далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, по центру 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном влево. И вот связали мы с вами раппорт узора, и второй раппорт мы повторяем. И вот здесь, девочки, как раз, смотрите, там, где я связала 2 вместе лицевой, это только у крайнего раппорта, если бы это был крайний раппорт. А если мы совмещаем 2 раппорта, да, то есть мы вяжем раппорт друг за другом, то смотрите, после накида мы вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Вот такая особенность. И делаем накид, да, и пошел у нас второй раппорт вязаться. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, опять накид, 5 лицевых по центру, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это у крайнего раппорта, повторюсь. Если бы это был центральный раппорт, вязалось бы после накида 3 вместе лицевой. Кромочный мы вяжем изнаночный. В раппорте остался 24 ряд.
которые будете вязаться, как смотрят петли. Но они тут у нас везде смотрят изнаночными, да, мы вяжем этот 24 ряд изнаночными петельками и далее повторяем раппорт с первого ряда, то есть полностью высоту связанный раппорт. Вот так сейчас выглядит наш с вами узор. И наша задача сделать влажную тепловую обработку данного образца и измерить плотность вязания. Итак, делаем влажную обработку паром горячим. Обдали паром образец и тянем в разные стороны энергично. Влажное податливое полотно получается. Не переживайте, не перетяните, девочки. Оно сейчас высохнет и станет таким, каким оно и будет у нас в процессе нашего затем эксплуатации, скажем так. На края тоже обращаем внимание, их надо тоже привести в порядок, выпрямить, потому что кромочные у нас будут участвовать в нашем расчете плотности. Итак, оставляем сохнуть образец. Итак, сейчас мы будем с вами измерять ширину и высоту образца. Девочки, вот у меня линеечка приложила, я 15,5 сантиметров. И мы с вами для образца набирали 31 петлю. У меня участвует в вязании. 31 петля поделим на 15,5 сантиметров. Получим 2. Циферка 2. Запишем эту плотность. В 1 сантиметре 2 петли. Записали. Теперь вторую циферку определяем вертикальную плотность. Вот так укладываем образец по вертикали и линеечкой измеряем длину образца. 19 сантиметров у меня длина, и в узоре 2 раппорта связано по 24 ряда. То есть это 48 рядов и поделить на 19 сантиметров. Получаем плотность 2,5. Давайте запишем, что в 1 сантиметре у нас плотность по вертикали 2,5 ряда получается. Вот такая плотность. Так, все это мы с вами сделали. А теперь берем выкройку и делаем расчеты. Выкройка у нас будет, девочки, очень простая. Самое сложное здесь это сформировать скос плеча. И мы будем рассматривать сегодня с вами мерочки на 50-57 сантиметров ширина спинки и переда. И это будет соответствовать 50 сантиметров 44-46 размер. И, в общем-то, 57 сантиметров это будет соответствовать размеру, в принципе, начиная с 48 и до 52. Вот такой вот большой, как бы на 3 размера даже может соответствовать. Это свободный крой, как вы видите, да, очень простая выкройка, и перед и спинка вяжутся одинаково абсолютно. Вырез лодочкой у нас с вами будет. И я вам сейчас расскажу, как расположить наши узорчики. При 100 петлях мы с вами знаем, что раппорт узор 14 петель. 100 петель поделить на число петель в раппорте 14. 7 целых раппортов. 7 я умножаю на 14. В 7 раппортах 98 петель. Я добавляю одну петлю для симметрии. Помните, как мы с вами вязали ее в самом начале узора, да? И 2 кромочные. 101 петля. Уточняем, да? 101 петля. У нас с вами получается. Так, второй размерчик 101 петле мы добавляем 14 петель, еще один раппорт. Получаем 115 петель, да? То есть для 48-52 размера 115 петель будем набирать. И это будет 8 раппортов. Ну, схематично я обычно рисую, я вам показываю, смотрите.
Представьте, что это ваш наборный ряд, и вот у вас 7 раппортов по 14 петель. Первая петля у нас 1 лицевая для симметрии, далее идут 7 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и в каждом раппорте 14 петель. У нас кромочная справа и слева. Вот, девочки, смотрите. И в итоге в сумме это 101 петля. Вот такой у нас с вами получается расклад. Для второго размера добавляется еще 1 раппорт, 14 петель. Вяжем по прямой высоту. Смотрите, до скоса. Ну вот я попыталась на первый размер 58 сантиметров, длину средний рост, если да, 1,65 м, предположим, достаточно будет не длинная, она будет 58, и на второй размер 60 сантиметров сделать длину изделия. Вот, и при таком раскладе у нас получается на пройму до скоса 18-20 сантиметров, да, и в общем-то получается вот этот вот размер. Здесь у нас вы сами отмеряете, сколько, вот эту величину вы сами для себя. Вообще вот эти вот все мерки, как бы высота особенно, под ваш индивидуальный рост рассчитана, да, и надо это обязательно, девочки, учитывать при составлении описания. То есть то, что я вам под видео выложу сейчас, это, конечно, хорошо, но и свои индивидуальные мерки нужно применять обязательно, потому что мы с вами все разные по фигуре, согласитесь. На вырез горловины я сделала 22 сантиметра ширину. У меня это в петельном эквиваленте 44 петли получилось, да? Но надо сделать 45 петель, поскольку у нас с вами нечетное количество 101 и 115, да? 45 петель. И все, что у нас остается, это плечи 28 и 35 петель на 2 размера. Скос я вам вот 2 сантиметра поставила. И это 6 рядов занимает. Как я определяю вертикальную плотность? Смотрите, все вертикальные размеры на выкройке я перевожу в ряды и вяжу согласно вертикальной плотности. Это делается для того, чтобы после стирки ваше изделие не вытянулось и не стало более длинным. То есть не таким, какой вы хотели бы длины, да? И поэтому мы применяем вот эту вертикальную плотность. То есть вот, предположим, 56 сантиметров у нас, если первый размер рассматриваем, то 56 сантиметров мы до скоса плеча вяжем, да? Но здесь, смотрите, еще такая особенность, у нас идет планка. Здесь планочка идет, любой высоты делаете, я пишу 7 сантиметров. 7 сантиметров, да, и вот от планки 7 сантиметров до скоса у нас вяжется ажурный узор наш по схеме. Вот планочку предлагаю вязать резиночкой 1 на 1 скрещенными петельками лицевыми. То есть лицевые скрещенные на лицо, а в изнаночном ряду эти петли провязываются скрещенные изнаночные. Вот такая резиночка будет потом эффектно, она автоматически по ходу вязания, то есть вот эти вот наши скрещенные петельки, желательно, чтобы они совпали, да, то есть как бы вот это вот плавно перешло, вот эти вот скрещенные наши лицевые по узору плавно перешли от резинки в узор, да, очень красиво, если у вас получится, это будет супер смотреться, у модели так получается. Так, кому сложно, можете не заморачиваться, да, то есть вяжите резиночку там. Хотите вообще платочную вязку, сделайте, в принципе. Но все-таки резиночка там нарисована. Так, давайте посчитаем. Если у нас общая высота 58 сантиметров, резинка 7 сантиметров. Из 58 мы отнимаем 7 и отнимаем 2 сантиметра скос. То есть 49 сантиметров у нас с вами будет на первый размер до скоса. Мы эти сантиметры ажурного узора переводим сразу в ряды. 49 я умножаю на плотность по вертикали 2
и 5 сотых, 5 десятых. Вот видите, да, мы считали. И так, и получаю я 122 ряда, девочки. 122 ряда. Всегда это число обычно берется четное. 122 ряда. Очень легко это все перевести в раппорт и считать раппортами. Смотрите, как это ориентироваться легко. 24 ряда раппорт у нас, да? Давайте 122 поделим на 24. У нас получается целых 5 раппортов. Вот, видите, как здорово. 5 раппортов по 24 ряда. 120 рядов. И еще 2 ряда по узорчику. Свяжите и сразу формируете скос плеча. Скос плеча я пишу под видео, как сформировать 3 этапами. То есть первый раз мы закрываем третью часть плеча. И затем в каждом втором ряду еще по 1/3 закрываем плечики. И все, что остается у нас 45 петелек на вырез горловины. Мы эти петли откладываем, ну, переснимаем их на спицы дополнительные, круговые, да, вот, и затем применяем их для вязания. После того, как плечи сошьем, вяжется здесь планочка тоже, резиночкой тоже 1 на 1. Вот такой вот, в принципе, нехитрый топ, нехитрая конструкция, очень простая. Не игнорируйте, пожалуйста, вертикальную плотность и считайте ее обязательно. Итак, мои хорошие, все, что я могла, я вам сказала. Все, что вам понадобится для вязания, в принципе, осветила. Я желаю вам удачи и до новых встреч!